Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня у нас с вами вторая часть мотива. Мы с вами связали 8 рядов. И сейчас начнем с 9-го. То есть мы соединили вот вершинку в одну наши 6 столбиков. Далее я вяжу 1, 2, 3. Это будет первый столбик. 1, 2, накид. Я иду под арочку. Вяжем столбик без накида. 2 воздушных, накид под следующую арку, столбик без накида. Мы с вами связали 4 столбика, под арочку у нас был 4. Теперь 2 воздушных, накид, и мы с вами вяжем вот в этот снопик, там где мы соединяли 5 столбиков. Идем в эту вершинку и вяжем столбик с одним накидом, с одним накидом. Теперь 1 воздушная петля, накид, провязываем подряд 4 столбика. Первый, 4 столбика. Далее 1 воздушная петелька под арочку центральную, вот видите, вот этого большого лепестка, под эту центральную арку столбик с одним накидом 1, 2 воздушных, столбик с одним накидом, второй. Теперь 1 воздушная, вывязываем вот эти 4 столбика. Вот получили 4 столбика. Теперь 1 воздушная петля, накид. Вот точно как мы сюда попадали в вершинку, так мы и в эту вершинку попадаем, вяжем столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушных, накид, столбик, 2 воздушных, накид, под арку, столбик, 2 воздушных, накид, под арку, столбик, 2 воздушных, накид, вершину этого столбика, столбик. То есть мы с вами вышли с этой стороны и связали как бы угол. Далее все повторяется. Обошли мы этот ряд с вами. Последние 2 воздушных, в 3-ю петельку подъема соединились. Следующий ряд. 1, 2, 3 столбик, 2 воздушных, накид. И теперь мы с вами будем вывязывать такую сетку, да, на этом квадрате. 2 воздушных, накид и опять вершинку столбика. 2 воздушных, вершину столбика. 2 воздушных, накид, вот вершину столбика мы с вами связали. И теперь 1 воздушная петля, накид, мы с вами вяжем 4 столбика, которые повторяем столбики нижнего ряда. Первый, второй, третий и 4. Теперь 1 воздушная петля, накид. И вот здесь у нас с вами был, видите, столбик и арочка из 2 воздушных. Я делаю в первый столбик, вернее, в столбик делаю первый столбик с одним накидом. И еще 3 столбика под эту арку. 1, 2, 3. То есть мы получим как бы 4 столбика. Теперь 2 воздушных петельки, накид, под эту же арку опять делаем 3 столбика, первый, второй, третий, 4, вершину. Теперь 1 воздушная петля, накид, 4 столбика. Это мы с вами вывязываем угол, а сторона у нас как бы будет сеткой. Вот они 4, 4. Сейчас я покажу. Вот как он выглядит, да? И далее, что у нас идет? Далее у нас идет 1 воздушная петля, накид и столбик. Вот он столбик, а дальше через 2 воздушных идем до вот следующего угла. Здесь мы вывязываем сетку, а угол повторяем также. Итак, смотрите, наш мотив растет постепенно. Мы дошли с вами все по кругу.
Последние 2 воздушных в третью петельку подъема вяжем соединительную петлю. Следующий ряд 1, 2, 3 это столбик, 2 воздушных расстояния между столбиками, и мы эти ряды у нас более легкие, потому что часть мотива идет просто сеткой, то есть 2 воздушных и столбик с одним накидом идет в вершину столбика нижнего ряда. 2 воздушных и вот он столбик. Теперь мы с вами должны сделать одну воздушную петельку, накид, и вот эти 4 столбика соединить в одну вершинку. Один недовязанный, второй недовязанный, третий и четвертый. Соединили, закрепили. Вот так. Дальше 2 воздушных петли, накид и 4 столбика, которые шли в самом углу. 1, 2, 3 и вот 4. Теперь 1 воздушная петелька, накид в эту самую угловую арку, столбик, 2 воздушных, накид и еще 1 столбик. Теперь 1 воздушная, накид, 4 столбика подряд. Вот мы получили с вами угол, да? И теперь смотрим, 2 воздушных, накид. Мы должны с вами соединить эти столбики в одну вершинку. Соединили мы с вами столбик, и теперь у нас что? 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Ну и далее мы с вами вывязываем сетку до этого угла и повторяем. Итак, смотрим, мы с вами обошли этот ряд, у нас осталось 2 воздушных и соединение с третьей петелькой подъема. Следующий ряд мы с вами вот тут, где у нас идет сетка, будем вывязывать филейным способом определенный ромбик. И как это будет выглядеть? Я вяжу первые 3 петельки подъема, 1, 2, 3, накид. Здесь у нас вот 2 петли, поэтому мы их заполняем, как в филейном вязании, эту ячейку, и вяжем последнюю вершину столбика. На обратном пути мы здесь завершим эту часть. Теперь у нас идут ячейки, 2 воздушных, накид, вершину столбика, 2 воздушных, накид, следующую вершинку столбика, 2 воздушных, накид, столбик, 2 воздушных, и теперь мы с вами вяжем вот в эту вершину этого пучка нижнего ряда, столбик с одним накидом, 2 воздушных, накид под арку, столбик, и 1 воздушная, накид. Вот эти 4 столбика провязываем. Первый, второй, третий и четвертый. Итак, практически дошли до угла. Теперь 2 воздушных петельки, накид. И вот в эту арочку из 2 воздушных мы с вами вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Это самая угловая арка. Вот она, видите? А далее мы все с вами повторяем. Уже переходим на другую сторону. 2 воздушных петли, накид. Мы с вами вяжем 4 столбика. 4 столбика получили. 1 воздушная петля, накид под арку, столбик. И теперь
2 воздушных, накид, вершину пучка. И далее мы с вами движемся пустыми ячейками вот до центра. Смотрите, мы с вами прошли вот после вершины вот этого столбика 1, 2, 3, 4. Вот наш центральный столбик. Значит, вот эти 2 ячейки мы должны с вами заполнить. Вот с этой стороны мы одну ячейку заполнили, а вот эти должны сейчас заполнить. И далее мы должны с вами повторять все, как вязали вот в этой части угла. Значит, как вы поняли, мы с вами заполняем вот эти ячейки. Первый, второй, вершинку и следующий. Следующая ячейка, 2 столбика, вершинку, и пошли вязать пустые ячейки. Здесь в самом углу 4, то есть все повторяется. Обошли мы с вами и этот ряд. Как вы видите, возле каждой из сторон у нас образовались столбики. Завершая этот ряд, я заполнила ячейку и соединяюсь с 3-й петелькой подъема. Сейчас у нас с вами будет больше заполненных ячеек. 3 петли подъема, это первый столбик, вершину, второй, вершину, третий и сам столбик. Мы расширяем наш, так сказать, узор, поэтому я заполняю еще 2 ячейки и столбик. Теперь у нас идут пустые ячейки. 2 воздушных, столбик, 2 воздушных, столбик, 2 воздушных, вот он столбик, 2 воздушных в этот столбик мы с вами связали, и теперь 2 воздушных мы вот эти 4 столбика соединяем в один пучок. Первый недовязанный, второй, третий и 4. Соединили, закрепили. 2 воздушных, накид под арку, столбик, 2 воздушных, накид. Здесь у нас с вами 4 столбика. Мы должны сделать 5 столбиков. Поэтому я вяжу столбик первый, вот он, второй, а третий мы с вами свяжем между этим вторым и третьим. Это будет третий, вот он, 4 и 5. Далее опять мы с вами повторяем все. 2 воздушных, столбик, 2 воздушных, соединяем эти 4 столбика вверх, соединили, и далее мы с вами идем пустыми ячейками, не доходя одну пустую ячейку до заполненной, и эту ячейку мы с вами заполним. Я не буду показывать, как мы с вами идем пустыми ячейками, чтобы не затягивать видео. Итак, смотрим. Вот мы с вами сделали пустые ячейки, и уже не доходя одной заполненной, я заполнила. Поэтому мы с вами заполнили эту ячейку, эти 2, и заполним еще одну. А далее у нас идет повторение вот этой части угла. Все 4 угла вяжем одинаково. Смотрим. Мы с вами обошли этот ряд, получили заполненные ячейки, заполнили и здесь, и соединяемся с 3-й петелькой подъема. Сейчас у нас в центре должна получиться пустая ячейка, поэтому я делаю 1, 2, 3 и еще 2 воздушных, накид. Мы с вами пропускаем 2 столбика, заходим в 3 и вяжем столбик с одним накидом. Далее накид, заполняем столбиками то, что у нас уже есть, и добавляем с вами еще одну заполненную ячейку. В нее 2 столбика и
столбик в вершину. Вот так. Теперь мы идем с вами до вот этого уголка с пустыми ячейками через 2 воздушных, столбик в каждый столбик нижнего ряда. Смотрим, вот мы с вами от заполненных зашли 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, вот 6-я ячейка. 6-й столбик, вернее 6-й столбик с одним накидом от 6-й ячейки. Ну, показано, мы сделаем с вами не под арку, а я сделаю как бы в первую или в последнюю петельку. И далее опять мы с вами сам угол-угол. 2 воздушных, это первая, вторая, накид. И вот эти вот 5 столбиков мы соединяем с вами в одну вершинку. Второй, третий, четвертый и 5. Соединили, закрепили. Далее 2 воздушных, накид. И вот смотрите, мы можем сделать в эту петлю, а можем вот сделать саму первую петлю, так, чтобы он у нас не съезжал. И далее 2 воздушных, накид, столбик, 2 воздушных, накид, вершину пучка, столбик. И идем до ячеек. Смотрим, мы дошли с вами до точки, где мы должны начинать заполнять ячейки. То есть мы расширяем как бы нашу заполненность с одной и с другой стороны. Но в центре мы создаем пустые ячейки. Поэтому сейчас я делаю накид, заполняю пустую ячейку. Принцип филейного вязания, да? Затем следующая ячейка у нас тоже идет заполненная. И смотрим, вот это у нас с вами центральный столбик. С одной и с другой стороны от центрального столбика должны быть пустые ячейки. 2 воздушных. Есть 2 воздушных. Смотрите, вот мы пропускаем один столбик, второй и заходим вот в этот, в третий столбик, делаем накид. И он у нас оказывается самый центральный на стороне. Теперь опять 2 воздушных, накид. Мы пропускаем 2 столбика, заходим в третий и связали столбик с одним накидом. А далее у нас, как вы понимаете, симметрично заполняем, заполняем, идем по периметру и выполняем точно такой же угол. Идем по кругу. Смотрите, мы с вами прошлись. И последние 2 воздушных создаем пустую ячейку, заходим в третью петельку подъема. Вот так. И мы завершили с вами этот ряд. Следующий ряд, вот эта центральная часть будет повторяться у нас ячейка в ячейку. Мы доходим опять-таки до самой угловой точки, только здесь мы с вами сделаем изменения. А здесь мы с вами вяжем петелька в петельку, то есть 3 петли подъема, 2 воздушных, накид, столбик. Следующие все столбики мы вяжем подряд, идут пустые ячейки и доходим до угла. Смотрим, мы с вами связали 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот 7-я ячейка, она идет как бы в последнюю. Ну, она в принципе может зайти и в эту вершинку, да, и может зайти вот, ну, под арку. Считайте как бы под арку. Но для того, чтобы было смотрелось больше гармонично, давайте свяжем вот в эту петлю столбик с одним накидом. И далее мы оформим с вами угол. Ну, то есть вершину вяжем столбик. Вот так. Связали. Теперь 2 воздушных, 1, 2, накид. И опять захожу в вершинку. Выискивать нужно точку, зайти в нее. Мы с вами вяжем еще один столбик, 3 воздушных, накид. И в эту же вершину еще один столбик. Вот так. Вот это самый угол-угол. А теперь 2 воздушных, накид. И давайте вот в эту вершинку еще один. Это будет поворотный как бы у нас столбик.
И далее 2 воздушных накид. Мы опять поехали с вами до заполненных ячеек. Видите, вот так вот угол оформлен. Идем дальше до заполненных ячеек. Здесь выполняем все столбик в столбик, поворачиваем к углу и, в принципе, движемся по всему периметру. Итак, я завершила уже этот ряд соединительной петлей. И вот вы видите, что у нас с вами получилось. Теперь мы с вами будем что? Мы должны с вами повторить вот эти 2 ряда. То есть сначала заполнить ячейки, потом их сократить до 2. Поэтому сейчас я делаю 3 воздушных петли, накид и заполняем пустые ячейки. И в столбик. Далее у нас еще заполненная ячейка, поэтому мы вяжем 1, 2 и столбик, как бы регулирующий саму ячейку. Вот так. А здесь мы с вами делаем уже пустую ячейку. 2 воздушных, накид и вот столбик. Далее движемся и пустыми ячейками к углу. Итак, смотрите, заполнили ячейки, все пустые, дошли до угла. Вот наши 2 столбика, и это 3. Мы в первый столбик связали. Теперь 2 воздушных, накид. И во вторую петельку или под арку мы заходим, связали столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушных, накид. И во второй угловой столбик. Вот как оформляется угол. Далее мы с вами все повторяем. Здесь мы ячейки заполняем, а 2 крайних становятся пустыми. Так, смотрим. Вот мы с вами дошли. И я уже соединилась с 3-й петелькой подъема. Сейчас мы с вами должны оставить вот эти 2 заполненные ячейки. Первую ячейку мы с вами заполняем при начале вязания, а вторую заполним в конце вязания этого ряда. Поэтому я связала 3 воздушных петли и вот связала 3 столбика. Далее 2 воздушных, накид. И доходим до угла, вяжем пустые ячейки. Смотрим, мы с вами связали после заполненной ячейки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот наш центральный столбик, самый-самый центральный. Теперь 2 воздушных, накид. Вот это у нас с вами будет 11-я ячейка. Мы связали в самый центр столбика. А теперь 1, 2, 3, 4, 5 накид. Я захожу опять в этот самый центральный столбик угла и связала, не связала. А вот мы с вами связали еще один столбик с накидом. Далее 2 воздушных, и мы переходим на следующий ряд, вернее на следующую сторону. Ее полностью вывязываем. А здесь мы с вами оставляем только 2 заполненные ячейки, а в основном пустые, и угол вот так. Итак, смотрим. Я завершила этот ряд и закрыла соединительной петлей. Вот что у меня уже получилось. Ну и теперь мы с вами просто вяжем. У нас уже, видите, симметрично получилось верх и низ вот этой вставочки. Поэтому сейчас у нас пойдут ячейки. Просто 3 воздушных, 2 воздушных, накид и ячейка. Таким ячейками мы с вами доходим до уголка. Смотрите, мы получили с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 пустых ячеек. Теперь вот это у нас 2 угловых столбика и угловая арка. В первый угловой столбик я связала столбик, 2 воздушных и вяжем второй столбик. Теперь угловая арка, 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5 накид. Во второй угловой столбик мы тоже вяжем 2 столбика. Первый, 2 воздушных и второй. Далее через 2 воздушных петли мы с вами вывязываем все пустые ячейки. И угол оформляем точно так же.
Я завершила этот ряд. Следующий ряд начинаем с вами с 3 воздушных петель, 2 воздушных, итого 5 и столбик. Мы с вами должны связать 11 пустых ячеек. Получили 11 ячеек, дошли до уголка. И сейчас мы с вами вот эту ячейку заполним. Один столбик, второй столбик и вершинку столбика. Далее у нас идет арочка из 3 воздушных. Мы в нее тоже должны связать 3 столбика. Вот он, первый, второй и третий. И столбик мы вяжем вершину столбика. Теперь у нас с вами осталась угловая арка из 5 воздушных. Я делаю накид, в нее вяжу столбик 1, 2, 3, 4 и 5. То есть мы здесь связали с вами под эту арочку 5 столбиков с одним накидом. Теперь делаю накид вот в этот столбик под арочку из 3 столбика, 1, 2, 3, накид, вершину самого столбика и заполняем ячейку. В нее вяжем 2 столбика, первый и второй, и сам столбик, а далее пустые ячейки по всему ряду. А вот так вот будет выглядеть угол. Я довязала и этот ряд, соединила уже, и как вы видите, вот сам квадрат, если мы его влажную обработку сделаем, то он у нас станет ровным и красивым. Для того, чтобы связать, допустим, изделие, уже можно было бы соединяться по этому ряду. Но не обязательно, можно соединиться и по другому ряду. Сейчас у нас идут 2 ряда обвязки. Мы с вами свяжем один, второй будет аналогично, поэтому этот ряд у нас с вами в этом видео будет последний. Я соединилась, вяжу, даже нет, мы, наверное, с вами перейдем. Тут у нас 2 варианта. Ну, давайте перейдем под арку. И 3 воздушных петли. И в нее мы еще вяжем с вами такой как бы в одну точку должны связать 3 столбика с одним накидом. Желательно, конечно, попадать в петельку, чтобы не расплывался. 1 воздушная петля, накид. И вот в петлю 3 столбика. Первый, второй и третий. Воздушная петля и опять в арку 3 столбика. Воздушная петелька и опять 3 столбика. И так идем до угла. Итак, смотрите, мы связали с вами. Я вязала под арку, не попадая в петлю. Смотрите, вот попадали в петлю, а вот под арку. И вот мы дошли с вами до момента, где у нас идут столбики подряд. Вот это получается у нас 1 ячейка. Поэтому я делаю накид, захожу, допустим, во 2 столбик, вяжу 3 в нее столбика подряд. Вот так. Далее вот это у нас тоже будет как бы ячейка. Поэтому мы можем, вот, допустим, видите, вот в этот центральный столбик через 1 воздушную петлю тоже связали 3 столбика. Первый, второй и третий. Теперь 2 воздушных петельки, накид. Вот наши 5 столбиков. Мы с вами в 3 столбик заходим, в вершину, и вяжу первые 3 столбика. Первый, второй и вот третий. 3 воздушных петли, накид и опять 3 столбика. Первый, второй и третий. Ну, а дальше у нас все повторяется. 2 воздушных. Мы попадаем вот там, где у нас было 3. Да, мы вяжем с вами 3 столбика. Там, где у нас с вами
было вот это заполненное тоже по центру. И затем в каждую ячейку провязываем с вами вот такой набор столбиков, да, и движемся по кругу. И есть же точно такой же второй ряд. Там мы с вами будем просто вязать столбики вот в эту петельку. Сейчас я довяжу, и мы уже посмотрим готовый результат. Итак, я обошла все по кругу. Один ряд у меня такой, второй вы по желанию делаете, если вам нужно. Ну, а основные моменты мы с вами разобрали. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела рассказать и показать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч.